Мировой хит «Хумай» группы Айела продолжает завоевывать мировые чарты. Это наша новая подборка каверов на эту песню. Я надеюсь, что вы посмотрели наши прошлые видео с версиями на разные языки мира. Напоминаю вам, что у нас продолжается голосование на лучший кавер песни «Хумай», и мы подсчитываем все комментарии, в которых вы пишете название страны или языка, на котором была исполнена песня. В скором времени мы сделаем большой список, в котором выделим победителей и сделаем про это отдельное видео. Поэтому обязательно пишите свою страну в комментариях. Сегодня в нашем выпуске будут новые каверы песни «Хумай» на узбекском, казахском, башкирском, на языке коми. Также будут участники из Кыргызстана и Туркмении, а также каверы данной песни на различных музыкальных инструментах. Не забывайте скидывать нам свои версии каверов на вашем языке, и мы обязательно сделаем новый выпуск с вашим участием. Приятного просмотра, друзья! И как вы наверняка уже поняли, первая версия у нас на узбекском языке. Милая девушка исполняет знаменитый хит в студийной обстановке, там, видимо, и был записан данный кавер на песню «Хумай». Что можно сказать? У девушки хороший и звонкий голос. Мы не видим здесь каких-то элементов народной узбекской одежды. Тем не менее, хочется похвалить певицу за ее участие в данном челлендже. Видео с другими узбекскими участниками вы можете посмотреть в наших прошлых видео. Далее у нас идет версия на казахском языке. Казахи подготовились на все 100%. Здесь и прекрасная молодая певица в народном одеянии, и музыканты с народными музыкальными инструментами, и все это сделано на фоне прекрасной юрты. У девушки очень хороший голос, и она уверенно себя чувствует в кадре. Про красоту казахского языка я уже говорила в наших прошлых видео. Кстати, стоит отметить тот факт, что все артисты из Казахстана, которые исполняли кавер на эту песню, все они прекрасно подготовились. Поэтому лично я ставлю 5 баллов этой версии. Следующая версия довольно необычная, потому что она на языке коми. Роликов на данном языке у нас еще не было. Это один из представителей финно-угорской ветви уральской языковой семьи. И посмотрите на то, какая подготовка здесь. Сколько людей задействовано в данном видео. Все участники ролика одеты в народные костюмы. Посмотрите, сколько прекрасных девушек здесь, как они замечательно коммуницируют между собой. Думаю, что этот кавер точно является претендентом за лучшее исполнение песни «Хумай» на другом языке. Думаю, что и сами бы участники группы Айела по достоинству оценили бы подобный кавер. Мне очень нравится голос исполнительницы и тот факт, что она полностью исполнила данную песню. Ну и, конечно же, костюмы девушек оставили большое впечатление. Послушайте, как певица исполнила горловой вокал на своем языке. Также у нас впервые в ролике участвует девушка из Туркменистана. Посмотрите на эту красавицу. Посмотрите на ее наряд, на ее украшения и даже народный музыкальный инструмент. Казалось бы, что девушка сделала все, чтобы запомниться нам с вами. Но единственное, что она забыла исполнить саму песню. К сожалению, девушка только открывает рот под оригинальную песню. Но за ее внешний вид я все-таки решила добавить красотку в наш ролик и тем самым передать привет солнечному Туркменистану. Надеюсь, что на вашем языке появятся новые каверы на трек «Хумай», и мы добавим их в наш новый ролик. Что касается версии из Кыргызстана, здесь тоже не все просто.
Авторы решили сделать кавер на барабанах и использовать в ролике красивую девушку на коне. За задумку и креативный подход я также добавила этот ролик в наш выпуск. Ставлю лайк красотке на лошади и игре музыканта. В остальном решать вам, друзья. В прошлых наших видео кыргызы очень хорошо исполнили свои версии песни Хумай. Друзья, как вы думаете, версии на каком языке не хватало в наших прошлых выпусках? Все верно, нам не хватало каверов на башкирском языке. И версия на данном языке собралось немало в интернете. Люди стараются и поддерживают своих земляков. Мы уже слышали, как на башкирском языке поет сама прекрасная Адель. А теперь мы посмотрим на других артистов. Посмотрите, как грамотно все сделано. Во-первых, локация для съемки выбрана удачно, во-вторых, сделан акцент на народном музыкальном инструменте. Ну и, конечно же, сложно не отметить прекрасный наряд на молодом человеке. Хочется сказать, что здесь сошлось все. Поэтому данный кавер оказался в нашем списке и поборется за звание победителя. Конечно же, я не могла пройти мимо прекрасного кавера от маленькой девочки Дарины Нажмеддиновой, которая также спела свою версию песни Хумай на башкирском языке. Мне понравился не только голос юной исполнительницы и ее прекрасный народный костюм. Мне также очень запомнилось, как она смело держится в седле и как отважно натягивает тетиву лука. Очень грамотный ролик, который однозначно станет украшением нашего выпуска сегодня. Далее свою версию на башкирском языке нам представит группа, во главе которой стоит красивая солистка. Помогают девушке два молодых человека с гитарами. Эта команда написала свою более тяжелую версию песни Хумай. Как минимум это необычно, и метал-версии у нас еще не было в роликах. Поэтому данная музыкальная группа однозначно попадает в наш список. Друзья, соскучились по мужским голосам? Тогда я вас порадую. Прекрасный молодой человек решил исполнить для вас песню Хумай. Здесь все просто и ясно. Ничего лишнего в кадре, только голос и внимание зрителей на певце. А теперь давайте добавим немного зимней сказки и какой-то загадочной эстетики. Посмотрите, например, на эту прекрасную девушку. Она также исполнит нам песню Хумай на языке оригинала. Стоит обратить внимание на то, что девушка впервые поет на башкирском языке. Так она сама написала в названии к видео. А теперь давайте добавим немножко нежности, немножко романтики и простой красоты. Посмотрите на эту красотку. Послушайте, как она нежно перебирает башкирские слова в этой песне. Стоит отдельно отметить то, что девушка сама играет на гитаре. Настоящая певица и музыкант. Лично мне нравятся такие версии известных песен. Думаю, что среди вас также найдутся те, кому понравится эта красивая незнакомка. Ну или, например, есть еще вот такая версия на башкирском языке. Девушка надела шапку и вышла во двор, чтобы снять видео. Конечно же, мы рады всем, и вот вам кавер. Ну и последнее видео на башкирском языке у нас сегодня выглядит вот так. Я не буду его комментировать. Просто скажу спасибо девушке за старание. Как я уже сказала раньше, мы рады всем.
Друзья, посмотрите на этого ангела. Посмотрите на то, какой наряд на прекрасной девушке. Посмотрите, как она старалась и готовилась. Обидно, что девушка не стала сама петь свою версию песни, а лишь красиво двигалась под оригинальную версию хита «Хумай». Но тем не менее, как вы понимаете, я не могла не добавить этого ангела в наш ролик. Вы посмотрите на нее. Также немало видео, где люди танцуют под песню «Хумай», например, как эти красивые девушки. Они также не попадают в наш список каверов, но в ролик они попали. Предки мои хотят узнать, душа и тело просит узнать. Древний мир просил узнать, кто такая Хумай. Конечно же, мы не могли пропустить новые каверы песни «Хумай» на русском языке. Все-таки Башкирия — это Россия. Участники группы разговаривают на русском языке и живут в этой стране, поэтому без каверов на русском языке нам точно не обойтись. Мать Хумай, солнце в небесах, ее поила живой водой, а отец небесом Рау доброту воспитал. Хочется сказать о том, что все девушки старались спеть песню «Хумай» в своем стиле, даже перевод у каждой певицы слегка отличается друг от друга, но смысл один. Мне очень нравится, когда девушки поют на этом красивом языке. Конечно же, для иностранцев он очень сложный из-за его особенностей и склонений, но песни на русском языке мне всегда нравились, и здесь это не стало исключением. Вот эта милая девушка отметилась тем, что у нее уже есть штук 6-7 каверов на данную песню. Либо ее просят подписчики постоянно исполнять эту композицию, и им нравится кавер этой красавицы. Или певице самой нравится петь эту башкирскую песню с переводом на русский язык. Корни мои спрашивают, да, спрашивает кровь и душа, спрашивает память древняя, кто ж такая Хумай. Голос хороший, кстати, как и у двух девушек, которые шли перед этой красоткой. Вообще русский язык очень мелодичный. На нем очень хорошо звучат разные жанры музыки. Солнце было матерью ее, и скупа в роднике, а отец ее сам обучил доброте. Это уникальный в своем роде язык, ведь все мы его понимаем и разговариваем на нем. И когда певец или певица поют на русском языке с акцентом, даже в этом случае это придает песне свою уникальную атмосферу. Мои корни задают вопрос, кроме хуст и душ запрос. Древних слов в памяти зовет, кто такая Хумай. А вы знаете, что после каверов от русских красоток вас ждет сюрприз? Поэтому досмотрите видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Мать ее солнце в небесах, скупало в речных волнах, а отец сам Рау небесный дал ей чистое сердце. Посмотрите на эту красотку. Вы вообще обратили внимание на то, какие красивые девушки сегодня поют в нашем видео? Одна красивее другой. Корни вопрошают опять, душа и кровь не могут молчать. Настоящий цветник. Удивительно, что и мужчины здесь есть. Голосистые красотки заняли почти весь большой список каверов на песню «Хумай». Мать солнце светом храня, окунула в родник, даря жизнь огня. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Вам нравятся больше мужские голоса или женские? Хороший вопрос. Древние истоки познавай, кем была Хумай. Итак, последние две девушки с каверами на русском языке, и мы переходим к сюрпризу, о котором я говорила чуть раньше. Искупала мать ее в роднике, да ведь солнцем была. Кстати, почему-то многие зрители под нашими прошлыми видео с каверами на песню «Хумай» задавали нам вопросы, где каверы на их языке. Отец падишах сам Рау одарил добротой. Друзья, мы выкладываем все каверы на эту песню, которые появляются на ютубе, поэтому если вы не видите в наших роликах версии на вашем языке, значит таких версий пока нету в интернете. И вы сами можете спеть эту песню и загрузить на YouTube, чтобы попасть в наш конкурс за звание на лучший кавер песни «Хумай». Корни мои спрашивают, спрашивает кровь и душа, спрашивает память древняя, кто ж такая Хумай. Солнце было матерью ее, искупав в роднике, а отец ее сам Рау обучил доброте. Ну а теперь в качестве подарка и сюрприза я покажу вам самые яркие каверы на песню «Хумай», которые исполнены на разных необычных и редких музыкальных инструментах. Например, сегодня вы услышите версию на арфе.
Вы вообще когда-нибудь слышали, как звучит арфа? А сегодня услышите ваш любимый хит на ней. А на аккордеоне хотите услышать эту песню? Легко вам это устроим. Потому что вы заслужили это услышать. И прекрасная девушка нам в этом поможет. Вы только гляньте на этого симпатичного музыканта. Глаз не оторвать. Также у нас есть версия песни Хумай на домбре и на гитарах. Куда же без них? Также есть версия на фортепиано. В общем, мы сегодня для вас собрали целый музыкальный оркестр. Все для того, чтобы вы получили удовольствие от этого видео в первую очередь, и чтобы у вас было больше выбора. Чтобы вы точно смогли определиться и выбрать своего фаворита. А теперь, друзья, пришло ваше время выбрать для себя победителя из нашего сегодняшнего видео с каверами на песню Хумай. Кто был, по-вашему, лучше остальных и заслуживает звания лучшего кавера? Пишите название языка или своей страны в комментариях под этим видео. Делитесь роликом с друзьями, чтобы они также выбрали своего победителя и оставили свой комментарий. Мы учитываем абсолютно все комментарии под всеми нашими роликами с каверами на песню Хумай. Поэтому, если вы не видели наши прошлые видео с версиями на других языках планеты, то обязательно посмотрите их. Также посмотрите наш ролик, где мы рассказываем про красотку Адель, которая исполняет этот хит. Самое главное, поддержите это видео лайком и напишите несколько комментариев. Скоро мы подведем итоги и узнаем победителя. Чтобы не пропускать свежие видео, не забудьте подписаться на наш канал Азия Фильмс. Спасибо, что вы с нами, и рани вас Бог.